Что если относиться к своей энергии как к неснимаемому депозиту, не как к кошельку, откуда можно бесконечно доставать купюры, надеясь перехватить до зарплаты, а как к жесткому банковскому счету со строгими правилами вывода? Большинство из нас управляет своими силами так, будто у них открыт безлимитный овердрафт. Мы берем взаймы у следующего дня, недели, месяца, но у биологического банка очень высокие проценты. Обычное убеждение звучит просто «я высплюсь на выходных». Или «сейчас я нажму на газ, закрою этот проект, а потом 3 дня буду лежать на пляже». Мы искренне верим, что человеческая энергия работает по законам обычной математики. Убавил 5 часов сна сегодня, прибавил 5 часов в субботу, баланс сошелся. Этот миф поддерживает индустрия продуктивности, заставляя нас инвестировать то, чего у нас физически нет. Давай запустим мысленный эксперимент и возьмем идею неснимаемого депозита буквально. Представь, 1 числа каждого месяца на твой энергетический счет поступает фиксированная сумма. Назовем ее базовый жизненный капитал. Твои главные органы, мозг и базовый метаболизм забирают 80% сразу. Это обязательный платеж. Налог на выживание, который нельзя отменить. У тебя остается всего 20% свободной ликвидности. День 1. Ты решаешь провести этот день в режиме инвестора. Ты знаешь, что твой свободный остаток мал, поэтому начинаешь жестко фильтровать задачи. Ты убираешь пустые споры в сети, бесконечный скроллинг новостей и токсичные созвоны. Каждый шаг оценивается через призму стоимости. Ты инвестируешь свои 20% только в те действия, которые дают дивиденды: глубокая сфокусированная работа, качественное общение, физический баланс. К вечеру твой счет не обнулен. Ты чувствуешь стабильность. Год 1. Год жизни по правилам неснимаемого депозита меняет твою идентичность. Ты больше не спасаешь чужие горящие дедлайны за счет своего здоровья. В твоем календаре восстановление планируется до начала работы, а не после того, как ты упал от усталости. Окружающие называют это жесткостью, но в терминах финансов это называется управлением рисками. Твой капитал медленно, но стабильно растет, потому что ты перестал платить штрафы за овердрафт. 10 лет спустя перед нами человек с колоссальной емкостью системы. Из-за того, что ты 10 лет не допускал глубокого выгорания, твоя базовая емкость увеличилась. Сложный процент сработал и здесь. Пока другие каждые полгода тратили месяцы на восстановление из пепла, ты двигался с постоянной скоростью. Твой бизнес, твои отношения и твое ментальное здоровье находятся в точке устойчивого плато. Ты построил антихрупкую систему. Но здесь мы подходим к точке излома. Что произойдет, если внешние обстоятельства потребуют от тебя не 20, а 100% свободных сил прямо сейчас? Кризис, форс-мажор, жесткий рыночный сдвиг. Если твоя модель депозита абсолютно не гибкая, ты просто сломаешься, отказавшись действовать из-за страха нарушить систему. Чистый финансовый пуризм в реальной жизни не работает. Системе нужен буферный фонд. Инсайт заключается в том, что прокрастинация и внезапная апатия – это не лень и не отсутствие силы воли. На языке капитала это margin call твоей нервной системы. Это автоматическое требование брокера закрыть позиции, потому что твои убытки превысили допустимый лимит. Организм принудительно отключает питание, чтобы спасти ядро системы от полного уничтожения. Ты не можешь договориться с брокером, ты можешь только пополнить счет через отдых. Возвращаясь в реальность, нам не нужно становиться роботами с калькуляторами в руках. Достаточно сделать один безопасный практический шаг. Перестань относиться к восстановлению как к награде, которую нужно заслужить тяжелым трудом. Восстановление – это обязательный налог, который ты платишь вперед, чтобы твоя система вообще могла генерировать прибыль. Сегодня, когда ты почувствуешь первый сигнал усталости, просто заметь его, зафиксируй эту точку. Какую цену вы платите за овердрафт своей эффективности прямо сейчас? Что в вашей жизни регулярно забирает энергию, не возвращая никаких дивидендов? Напишите об этом в комментариях под этим видео. Давайте разберем, как выглядят скрытые комиссии нашего ежедневного выбора. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления и помните, margin call всегда приходит неожиданно для тех, кто не считает свой баланс.